Оксана, как же с вами волшебно. Я очень рад, стараюсь, чтобы было волшебно всем, кто приходит ко мне на YouTube, все, кто приходит на классы, заниматься вживую и, конечно, на уроки в онлайн-школу. Чуть попозже сегодня расскажу вам о новом курсе, который выйдет прямо вот буквально на днях. Слава, приезжайте, пожалуйста, в Европу с классами. Бельгия, Германия, Франция, Италия, Швейцария. Очень хочется присоединиться вживую, всю эту красоту лицезреть и создавать с вами Оксана. Ну вот ближайший класс будет прям скоро, меньше чем через месяц. Это будет Прованс, Франция. Мы будем писать лавандовые поля. Там будет 3 локации. И на сайте есть подробная информация. Еще можно присоединиться. Очень буду ждать тех, кто скоро на подъем. Ну, а потом будет Италия, озеро Гарда, это сентябрь. Потом будет Армения, это октябрь. Так что пишите мне заявки, присоединяйтесь, поработаем вместе. User H, когда ближайшая выставка у вас? В Москве будет на Автозаводская, 18, в коробке арт-пространство. Меньше чем через месяц я вам сообщу. У меня там будет 7 погонных метров, и я покажу новые работы, включая часовщика. Сейчас уже проходит выставка в одном закрытом пространстве. Я выставляю 31 работу, и среди них много ню. Если есть интерес к ним, напишите мне. Я просто соединю вас с арт-менеджером, и вас туда пропустят. Brush Poetry, у вас есть картина с зеркалом? Вопрос. Если да, то можно посмотреть? Можно. Вот в конце ролика я покажу вам работы с зеркалом. Писать отражение в зеркале и саму модель – это всегда трудная задача. Почему? Ну, 2 лица, потому что сразу возникает конфликт, спор, куда смотреть. То ли на отражение, то ли на модель, да? На ее лицо живое, неотраженное. Написать так, чтобы и то, и другое было как бы одинаково значимо, резко и так далее, не очень интересно. А найти условность, вот это сложная задача. Поэтому с отражением в зеркале всегда есть некоторая такая сложность. И я очень мало видел работ, где это вот прям сильно достойно. Ну, прям очень мало. Brush Poetry, приветствую вас, Слава, здрасте. Я с детства вижу вообразимые картины, сюжеты, разные образы, и вдохновляет их писать. Но в то же время очень нравится пленэр и ваши картины. Спасибо. Естественность природы сильно вдохновляет. У меня появилось желание экспериментировать и смешивать 2 разных стиля. Пленэр и сюрреализм. Так замечательно. Недавно вы отвечали, что зачем вам смешивать ваш стиль с стилем Фешина, и правда зачем? Но вот с желанием-то что делать? Реализовывать. Даже плесень специально начали выращивать, такую вот вкусную, которую с сыром, с молоком смешивают, и получаются же великолепные сыры. Почему бы не попробовать смешивать любые стили, которые нравятся? 2 в одном будет вообще. Шампунь и кондиционер. А если еще и дезодорант добавить, то можно и 3 в одном сделать. Подмышки раз, и все. И чисто, и не пахнет, дезодорирует, и, в общем, все. Да смешивайте, конечно. Вы же смешали brush и poetry. 2 в одном получилось. И brush, и poetry. Все нормально, прекрасный ник. Мазафак. Чтобы добиться общей тональности, стоит тонировать холст или покрыть имприматурой темного или среднего тона для курса. Или можно и на белом начинать писать вечер, ночь. А чё ж нельзя? Конечно, можно, даже лучше. Будут прям очень сочные цвета. Белый холст просвечивает, и краска светится больше. Может, ультрамарином предварительно покрыть холст, или это лишнее? Можно ультрамарином. Я за то, чтобы вы экспериментировали, и только дорога покажет вообще, куда вы идете, в правильном направлении, или нужно повернуть назад. Компас нужен. Никогда не писал вечерние и ночные этюды, поэтому не представляю, как легче. А писал только утренние, дневные
и покрываю, тонирую холсты оранжевым акрилом. Опа, оранжевым акрилом. Ну и что, любым можно, да. Я как-то красным, у меня был так, остались красные краски, я их замазал, и на них писал холодный зимний мотив. Красный где-то пробивалось, очень интересно. Так что оранжевый, ультрамарин, без разницы. Главное в том, чтобы все было удачно, это мышление тоном. Вечернее писать очень сложно. И можно легко уйти в такую вот дремучесть, такую, ну, такую темноту, мутность. Ну, в общем, это очень сложно. И, кстати, именно об этом курс, который я вот-вот вам предложу, пару слов о нем. Речь о том, что меня всегда интересовали светоносные картины, вечерние и предвечерние, чтобы цвет был, чтобы вот прям вот, ну, у киношников, знаете же, это называется режимная съемка, когда вот солнце заходит, там 20 минут, да, есть, все окрашивается вот этой оранжевостью, золотом заката. И написать это мощно, пройти по лезвию бритвы, чтобы не было ярко сильно, и чтобы не было тухло вот так вот, тускло. То есть баланс найти. Это сложная задача. Об этом курс из 7 уроков. И мы будем писать разные задания для того, чтобы освоить эту технику светоносности, передачи света в вечерних, предвечерних состояниях. Мы будем писать творческие задания, мы будем писать работу декоративную, мы будем писать акварелью. Даже если вы никогда не пробовали акварелью, ну, все для этого есть. То есть я буду писать и показывать, рассказывать, а потом вы делаете работу и присылаете мне на просмотр, чтобы получить следующее задание. Ну, вот такой пакет предусмотрен в этом курсе. Скоро я приглашу вас на первый бесплатный урок, где все в подробностях расскажу. Ну, а по поводу тонировки предварительных холстов, экспериментируйте. Смотрите, как делали те же, я не знаю, Vuar, Bonnard. У них была охристая поверхность, на ней они потом описали, она где-то там остается. Ну, по-разному. Куинджи, посмотрите, там вот с этими березами, когда там 2 кубометра дров нарисовано. Ну, это шутка была в одном из фильмов, не может быть, да? Там все было прописано какой-то умброй, по-моему, Гризайлю, и она прям так и осталась работать, это вот предварительная пропись. И как здорово работает этот пейзаж, ну, его картина. Сильное, мощное впечатление. «Березовая роща» называется. Я за то, чтобы разные подложки делать, имприматуры, цвет разный брать. И это можно делать прямо во время работы, непосредственно. Тогда эффект может быть еще сильнее, потому что ты сейчас это делаешь, краска еще не подсохла. Ее можно, написал, например, тем же ультрамарином, счистил мастихином, но она же все равно уже там, в холсте. И по ней кроешь любым, хоть белым. Но ультрамарин внизу, он чуть-чуть смешивается, дает, ну, такую силу и неповторимость неожиданного цвета, если еще сложный положен. Так ультрамарин вот в смешении с этим сложным, ну, вот это дает. Так что экспериментируйте. В телеграм-канале есть группа общая, где вы выкладываете свои работы. Есть группа отдельно, где люди, кто у меня занимается, она вот конкретная, закрытая. И там мы часто выкладываем работы, обсуждаем. Это для тех, кто покупает мои уроки, кто ездит на классы, так что вы можете в нее тоже попасть. Еще даже есть группа, называется «Дневник открытий», куда я вписываю свои открытия, которые сформировали меня как художника. И вы тоже пишете свои. Так что это такой проект надолго, навсегда. И знакомясь с этими открытиями, которые в виде текста, может измениться вкус, может измениться понимание живописи. У меня так происходило. Одна фраза могла изменить все. Например, Фешин как-то сказал, что не пишите то, что знаете, пишите то, что видите. Это очень мощное открытие в моей жизни. Пишите то, что видите. Подписывайтесь на канал, нажимайте кнопку «Нравится», делитесь с друзьями, комментируйте, задавайте вопросы.
после этого ролика будет прямая ссылка еще на одно кино, называется «Живопись и деньги». Ну пока.